Вот кто здесь есть. Пчелка Нозя. Всем привет! Приглашаю вас на прогулку по району Текстильщики. Посмотрим на места, где когда-то было имение графа Орлова. Расскажу историю района, про найденные клады, покажу филиал ада и свое любимое место из детства. Поехали! Район Текстильщики и станция Текстильщики, станция метро Текстильщики, а также железнодорожная станция находится в юго-восточном округе Москвы. В 2023 году открылась новая станция Текстильщики большой кольцевой линии метро. Также к району относится станция метро Волжская. Она находится как бы на окраине района, возле Люблинских прудов. А я же нахожусь около культурного центра «Москвич». Открылся он в ноябре 1977 года. Здесь проходят спектакли, выставки, концерты, ну и многое другое. Изменился, конечно, фасад очень. В последний раз, когда я здесь был, это как раз, наверное, годы 90-е. А в принципе, все так же и осталось. Ну, единственное, вот сделали спуски, наверное, для инвалидов, для велосипедистов. Построили, скорее всего, в 2010, наверное, период, может даже раньше, вот эту эстакаду. Внутри там магазины, ну и можно также перейти к станции метро. Вот на той стороне станция метро Текстильщики. Сейчас здесь какой-то опять ремонт идет. Это улица Люблинская. На той стороне павильоны, ну а в 90-х, 80-х все то же самое и было. Единственное, изменился, наверное, тоже фасад этих павильонов. Здесь небольшой рыночек был. Людей, как всегда, много. Их раньше было много. Сами видите, сколько народу, оживленный такой перекресток. Подходят сюда автобусы тоже из глубины района, поэтому людей очень много. И все идут на метро. По левую руку у меня уже открылся вид на спортивный комплекс «Москвич». И здесь же находится Олимпийская школа резерва. Вот написано «Дворец спорта». Я буду сравнивать район. Нет, не то что сравнивать, наверное, отсылка у меня будет в памяти где-то 90-е, 92-й, 93-й год, потому что последний раз я был как раз таки в эти года здесь. Поэтому что изменилось и как сейчас все это выглядит, буду рассказывать, показывать, прикреплять фотографии. И, кстати, здесь же недалеко есть автозавод «Москвич». Собственно, и почему торговые центры, ДК или Дом культуры называются «Москвич». Потому что здесь рядом завод. Посмотрите на фотографию 2-миллионного экземпляра автомобиля «Москвич». И это фото сделано как раз таки на пруду Садки, который у меня впереди, вот забор пошел. Вот с левой стороны это пруд Садки. Ну и сам завод, пожарники куда-то помчали. Ну и сам завод давал рабочие места, в том числе и жителям района. Вот по левую руку уже пошел пруд Садки. Мы к пруду Садки еще вернемся, сейчас кружок дадим
Сами видите дорожную ситуацию на улице Люблинская. Позади меня остался Волгоградский проспект, по нему тоже постоянно пробки. Ну и здесь, соответственно, с утра и, наверное, часы пик очень большие проблемы с движением транспорта. Так, возвращаясь к железной дороге. Платформа «Текстильщики» работает где-то с 1894 года. Раньше она называлась Чесменская. Это название турецкой бухты, где граф Орлов в 18 веке разбил турецкий флот. А само имение графа Орлова было как раз-таки рядом с прудом Садки. Вернее, это и было его имением. Возможно, вот на этой фотографии как раз-таки оно и есть. Светофор. Вот улица туда пошла, но мы с вами пойдем сейчас прямо. Имение графа Орлова до наших дней, к сожалению, не сохранилось. Считал, что в нем он разводил знаменитых орловских скакунов. Я иду здесь побыстрее, потому что загруженная трасса, говорю, шум от дороги. Хочу быстрее дойти до улицы Текстильщики и уйти уже налево. Там будет поспокойнее. Сами видите, какой район зеленый. Мне старые районы нравятся тем, что они зеленые. В них очень много зелени, поэтому комфортно для проживания. В современных районах все-таки это вот бетонные коробки, и все, как говорится, залито бетоном, асфальтом, либо брусчаткой, а деревьев нет. В 19 веке на территории современного района Текстильщики когда-то была суконная, а позже бумажно-набивная фабрика. В советское время был уже основан совхоз «Текстильщики», потом его переименовали в совхоз имени Максима Горького. И уже в 1960 году район вошел в состав Москвы как район Текстильщики. И вот на той стороне, мне кажется, как раз вот место вот этого здания, где «Здоровье» написано, когда-то стоял рынок. Или чуть дальше. Но вот в этом районе однозначно. Этот рынок, к сожалению, тоже снесли. Нашел фотографии, поэтому смогу вам показать, как он выглядел. Да, наверное, вот там все-таки. Как раз таки на светофоре и стоял рынок. Сейчас там свободное, да, пустырь какой-то. Что-то строить собираются. Кстати, в 1949 году в районе железнодорожной платформы «Текстильщики» был найден клад. Там были серебряные монеты, где-то 15-17 век. А саму же станцию метро «Текстильщики» открыли 31 декабря 1966 года. Это своего рода, знаете, такой подарок, наверное, жителям был на Новый год. А еще на территории завода «Москвич» были болота, и часть из них засыпали. Но так как там мягкий грунт, поэтому от станции Волгоградский проспект до Текстильщиков вот эта часть подземной ветки, она как бы идет над землей. Да, вот здесь, по-моему, был раньше рынок. Люблинский рынок, кстати, написано. Мы открылись. Но он такой там палаточный. А раньше было здание, прям я помню. Давайте сейчас уйду тогда на улицу Текстильщики и пойдем уже по ней. Здесь должно быть точно потише. Ребят, свернул на первую улицу Текстильщиков. Здесь реально потише. Покажу вам, как выглядят детские площадки. Смотрите, как сделаны медведи в лесу. Давайте подойду. Мне самому стало интересно. Оригинально так сделали. Но у меня по ощущениям, что здесь вообще ничего не изменилось. Именно в районе. Вот такие мишки. Мама и медвежата. Но смотрится красиво и оригинально.
Вот такой тихий спальный район, по факту. Скамейки, урны, зелени много. Сейчас покажу вам скульптуры, персонажей, которых вы все знаете. Вы пока можете написать, кого я вам покажу, но дам сейчас подсказку. Фильм называется «Операция И и другие приключения Шурика». Поэтому вы пока пишите, как вы думаете, кого я вам сейчас покажу. Только не удаляйте потом комментарий. Посмотрим, кого же вы ожидаете там увидеть. И впереди у меня сейчас откроется вид на Аллею Славы. Мы с вами пойдем направо, но сначала зайдем налево, покажу вам скульптуры. Вы же не зря писали. По правой стороне детский городок. Качается кто-то там на качелях. В районе пятиэтажки, шестиэтажки, по-моему, вот. Это кирпичные 12-этажки. В основном здесь такая старая застройка. Вот она, Аллея Славы, пошла налево и направо. Но мы сначала идем до скульптуры. Она с левой стороны должна быть. Аллея, видите, такая большая. Тоже зеленая. Назад не буду показывать, потому что мы все равно по ней сейчас назад будем возвращаться. Посредине аллеи тоже вижу детские площадки. Такая прогулочная зона. Есть скамейки. Вообще в районе Текстильщики я с самого детства, по факту. Не скажу, что я прям тут жил, но стабильно в году летом здесь бывал. Ну, в среднем где-то, наверное, дней по 30, потому что здесь родственники тоже жили. И сюда часто приезжал. Район мне знаком. Ну, знаком он только по, соответственно, по тем местам, по которым я ходил. Весь район, конечно же, я не знаю. Москву, в принципе, наверное, невозможно всю знать. Можно знать какие-то локации, но не всю. Так, впереди у меня уже появилась скульптура. Вы все написали, надеюсь. Еще чуть-чуть и покажу. Специально отвернул камеру. И уже подойдем и посмотрите. Московский экономический институт. Все, готовы? Вот кто здесь есть. Пчелка Нозя. Новые знания. Давайте почитаем, что тут Нозя пишет. Нозя любит лечить и учить. Не, ребят, шучу. Вот кто здесь. Надеюсь, вы все узнали этих персонажей. Саша и Лиза. Кадры с фильма. Помните, да? Когда к экзамену не готовились. Ребят, вернулся я на аллею. Позади меня остался поворот, где я ушел и показал вам скульптуры из фильма «Операция И». О, а я же недавно снимал видео как раз про Воробьевы горы, и там вам показывал тоже из фильма «Джентльмены удачи» Леонова. Оставлю ссылку, обязательно посмотрите. Справа и слева здесь такие плакаты. Это кто сражался за родину. Ветераны. Ну и сами, наверное, вы уже видите, да, я опять повторюсь, что озеленение района здесь очень хорошее. Но самые, наверное, такие зеленые зоны — это
парки. Люблинский парк, вернее Шкулево, парк Шкулево называется, возле Люблинских прудов. И пруд Садки, куда, собственно, мы идем. И сейчас мы с вами перейдем на ту сторону и пройдем тоже по аллее зеленой. Еще из истории города вам расскажу. В 60-х годах и позже здесь получали квартиры те, кто жил в коммуналках. Тогда еще центр Москвы стали расселять. Было много приезжих из регионов России, ну и союзных республик. В общем, со всего Советского Союза. А кто-то на заводе «Москвич» работал, тоже здесь получали квартиры. Возле прудов Садки стоит гостиница «Москвич». Она была специально построена для заводчан. Также специально был построен городок для строителей. Это я говорю сейчас про район Текстильщики именно. Где должны были, вернее, район для строителей, которые должны были строить Дворец Советов. Я пришел в такой своего рода небольшой парк, аллея. Давайте сначала здесь покажу. Магазины. Насколько мне память не изменяет. Если кто из местных будет смотреть, жители района, напишите. Но мне кажется, вот эти все павильоны, ну понятно, что они вид изменили, но они здесь тоже стояли. Еще в 90-х. Ну и раньше, соответственно. Сейчас покажу вам пушку. Она здесь тоже стоит очень-очень давно. Еще с детства помню. Сквер зеленый. Есть скамейки, где посидеть. Вот она, пушка. Да, вернусь сейчас и пойдем. Дойдем до бывшего кинотеатра. Так, на чем я остановился? Про городок, да, строили, для которого должны были строить Дворец Советов. В общем, Дворец Советов так и не был построен. Ну а городок для этих строителей, он находится на другой стороне Волгоградского проспекта. В общем, этот район, знаете, был, наверное, и остается таким спальным рабочим районом. Здесь нет как такового элитного жилья. Вся застройка, вот она, видите, еще с тех времен старая. А вот здесь, вот вместо вот этого, что это, торговый центр, наверное, перекресток, магазин, да, раньше был кинотеатр Кишинев. На той стороне, видите, магазин, кондитерская, смешные там что, цены. В общем, на этом месте магазин «Океан» был, да. Сейчас мы перейдем дорогу, сверну налево и пойдем по улице Малышева. Этот магазин я тоже помню. Переход пешеходный, как был, видите, так и остался на том же месте своем. Единственное, что здесь был стеклянный магазин «Океан». И еще помню, что как раз таки остановка, видите, просто она новая. Сами представляете, какие раньше были остановки. Что там, 2 трубы и крыша, да? И с магазина «Океан» выходила продавщица сюда. Помню, прям с таким подносом, что ли, как бы, наверное, да, с подносом. И на нем лежал нарезанный батон, а сверху была икра, черная и красная. И все это дело здесь продавали. Я это прям отчетливо помню. Ну, был я тогда ребенком, но в любом случае помню. Вот здесь он стоял. Здесь эта женщина прям вот прям перед глазами. Такая, знаете, в белом фартуке. И икра у нее черная, красная. И вот мне мама покупала. И я это ел. Ну, из детства, говорю, в детстве всегда, наверное, теплые впечатления, воспоминания. Давайте еще раз вид вам на бывший кинотеатр Кишинев. Да, это магазин обычный стал, видите. И позади меня вид.
И впереди меня, вот где машина выходит, это улица Малышева. Сейчас пойдем по ней. А жил я прямо здесь недалеко. Вот она, автобусная остановка, где можно сесть на автобус и доехать до метрополитена. Но я редко это делал, потому что как раз таки... Ну, сейчас мы пойдем с вами, вы поймете, о чем я говорю. Я ходил в основном пешком. Выходишь из дома и идешь как раз таки через пруды, садки и попадаешь к метрополитену. Вот она, улица Малышева начинается. Слушайте, реально тут вообще ничего не изменилось. Вот от слова совсем. Я как будто бы вернулся в прошлое. Машины только стоят современные и все. Остальное вообще все то же самое. Я, конечно, понимаю, что тут может измениться. Построенные дома, меняться нечем. Ну, я говорю, просто со своими воспоминаниями делюсь с вами и впечатлениями. Слушайте, а получается у меня видео такое сегодня будет частично из моих воспоминаний детских. Ну и таким образом мы с вами еще ближе знакомимся. Вернее, вы со мной. Так, друзья, поставьте лайк, кто не поставил. Поделитесь видео. Вот это 12-этажка. Сейчас тоже про нее расскажу. Из детства. Детьми мы туда взбирались наверх. То есть заходили в лифт, поднимались наверх. И с этой крыши смотрели, лазили там с высоты на район, смотрели. Это школа должна быть. Но, по-моему, она уже переделана. Но точно была школа здесь. Однозначно. Часть, конечно, тут все равно переделали. Может быть, детские площадки сделали. Где-то школьную площадку переделали. Это для меня новое, да? Потому что раньше было по-другому. Но, тем не менее, остальное все осталось прежним. Сейчас даже покажу вам дом, в котором я жил. У меня тут тетка жила. И приезжали к ней в гости. А, вот он, этот дом. Да. Вот это кирпичная пятиэтажка. Насчет вот этого детского городка не берусь утверждать. Возможно, был. Ну, понятно, что он был в другой форме, да? Сейчас более современные городки. Но, тем не менее. И под окном у тетки, у нее окна были вот на эту сторону, росла вишня. Ну, вы знаете, да, мальчишки, детство. Дома есть вишня, дома есть овощи, фрукты. Но нужно всегда что-то сорвать с улицы. Ну, не знаю, вот у меня было такое детство. Ну, и, наверное, не только у меня. Напишите, ребят. Я думаю, многие со мной согласятся. В общем, дело в чем. Вот здесь вишня росла. Может быть, и сейчас растет. Не пойду туда проверять. Ну и, в общем, я лень обходить было. Вылазил через окно с братом. Вылазили и лезли на вишню. И раз я с этой вишни сорвался, а у нее торчал вот так шпиль. Не шпиль, вернее, а как кусочек. И напоролся прямо на ногу. Ногой. И вместо того, чтобы идти домой, обойти, я опять через окно полез. Все в крови там измазал. Вот точно вот. Что только не делали. Да, вот он, этот двор. Я хочу зайти. Ребят, вы, надеюсь, не против. Хочу просто зайти и вспомнить, как тут было. Вот тут изменилось. Машин не было, парковочных мест не было. Вот эта зеленая зона посередине, видите? Здесь стоял детский городок небольшой. Была, по-моему, плетенка, сетка, да, лазить такой, только она была полукруглая. Прям вот точно. Городок убрали детский. Жаль, конечно. Мне было бы интересно посмотреть. И вот в этом подъезде я жил. Да. Ох, детство, детство. Как там в песне поется, да? Куда уходит детство?
Вот так. Прям такие воспоминания на меня нахлынули. Я даже не думал, что я такие подробности буду вспоминать, честно говоря. Вот с правой стороны магазин сейчас идет. Не буду называть, сами видите. А раньше здесь стоял магазин светильников. Да, точно. Магазин светильников. Не знаю, в каком году его отсюда убрали. Может быть, как раз-таки после... Нет, слушайте, в 90-х он еще был, 92-93. Наверное, позже. В общем, здесь была стеклянная витрина, и здесь магазин светильников. Люстры, бра, светильники, все отсюда. Мы даже отсюда здесь покупали. С этой стороны вроде ничего такого не изменилось, как были вот, ну вы видите, да, по деревьям. Старые деревья, детская площадка. Это ничего не вырублено, все стоит на месте. Мне район Текстильщики нравится. Хоть он такой своеобразный, рабочий, да. Здесь нет такого ничего, ну спальный район обычный. Но вот этой, не знаю, простотой, наверное, уютности он мне нравится. Ну, наверное, еще и все-таки это воспоминания из детства влияют. Скорее всего, так. А я же еще сходил до того, как сюда идти, от метро там минут 25, наверное, до местной достопримечательности, можно сказать. А там дом стоит с корнями. Его еще называют фасад ада, пещера ада. Что интересно, никто не знает, откуда вообще возникла эта идея построить такой дом, фасад такой. Ну и как вы видите, сейчас в нем магазин. Ну и что касается района еще. Здесь проживает около 105 тысяч человек. А для сравнения, в соседних Кузьминках проживает где-то около 140 тысяч. А вообще самый большой район в Москве — это, наверное, Марьино. Там проживает что-то около 275 тысяч человек. Ну и сам район можно поделить на две части. Северную и южную. И разделяет их Волгоградский проспект. Как раз таки дом вот этот с корнями, дом ада, находится на северной его части. Там же находится городок для строителей Дворца Советов. Ну а мы с вами гуляем по его южной части. Раньше еще в этой части именно города стояли трехэтажные дома, которые строили пленные немцы. Но предполагаю, что они все были снесены. Может быть, парочка еще осталась. Ну и вот появляется вид на гостиницу «Москвич». Ее строили специально для командированных специалистов из других регионов, республик. И построили ее в 1976 году. Вот так она выглядит.
Еще раз вам вид на район. Видите, какой он зеленый. Фонтанчик вижу на той стороне. Гостиница. Да, все так же гостиница, кстати. Пойдемте сейчас в пруды. На пруды. Как я и говорил, район мне этот нравится. Единственное, что меня всегда напрягало, так это, наверное, направление именно в метро. Постоянные толпы народа. Как раз таки они, вот эта толпа народа, со станции Выхино едут, ну, в центр. Но как сейчас дела обстоят, не скажу, потому что открыли же новую еще станцию текстильщики. Поэтому, кто знает, напишите, ребят. Ну, предполагаю, по тому народу, который мы видели, да, с вами на станции, думаю, не особо как-то изменилась ситуация. Хотя, может быть, и лучше стало. Вот, в принципе, и пруд Садки. Парк Садки, наверное, пруд Садки. Пруд большой. Что у нас там есть? Домик для уточек. 2 домика. Дорожки. Есть еще одна дорожка. Рыбаки. Что-то вроде скамеек, наверное. Наверное, для удобства рыбаков. Чтобы сидели и ловили рыбу. До того, как эта территория стала имением графа Орлова, вокруг пруда было маленькое село Садки. Вот в этом пруду выращивали рыбу в садках. Отсюда и пошло название пруда, а позже самого села. Пруд был выкопан еще в 17 веке, вот этот. И, кстати, здесь же был тоже найден клад монеты 15-17 веков. Я как раз таки могу предположить, что эти монеты были, ну, могли принадлежать Успенскому собору или священникам собора, потому что им когда-то принадлежала эта земля. И пруд вот этот выкапывали как раз таки при них в 17 веке. На территории здесь, это вот, как бы, смотрите, пруд, парк Садки и территория комплекса спортивного. Здесь стадион, теннисные корты, бильярдный клуб. В этом пруду неоднократно я купался, ловил рыбу. Причем ловил бычков. Маленькие, ну, ловили и отпускали. В настоящее время, видимо, здесь купаться запрещено, потому что берег был другой. Здесь загорали, лежали на траве. Впереди вижу тоже вот лежаки. Да, наверное, это просто теперь место отдыха. Я имею в виду просто прогуляться, рыбу половить. Не более того. Купаться нельзя. Камыши. Такое больше, знаете, заболоченное стало. Водоем стал заболоченный. Уточки. Ух ты, утятки, смотрите. Красота какая. Ну, давайте не буду я их тревожить, чтобы они пусть сидят, греются на солнышке. Красавчики. Грязный пруд стал очень. Здравствуйте. А что-нибудь поймали, если не секрет? А? Что-нибудь поймали, если не секрет? Нет. Нет? А что ловится сейчас? Карась. Карась? Ну, плавный карась плотвастый. А бычки? Я помню, в детстве ловил бычков здесь обычно. Уже нету. Уже нету? Выловили, что ли, всех? А? Я говорю, я просто в детстве здесь помню, ловил бычков. Больше ничего не ловил, только бычков. А только карась. Ну, раньше был чистый пруд. Сейчас прям, ну, такого точно. Мы здесь купались с детьми. Вот вообще, на территории Москвы где можно купаться? Ну, я помню с детства, что я здесь точно купался. Ну, было чисто, было, да. Сейчас, наверное, да, наверное, нигде нельзя. Потому что вот это вот... Я вот прошлое лето ездил в Ленинская Слобода. Там пруд, что-то 200 рублей. Вход Отдаешь ездишь. за вход и целый день. А на Сенеж не ездили? Нет.
Ну, на Сене ко же мне еще. там ближе, я на юге живу. Там 12 километров до Прудки. Понятно. Высота, пруд огромный, глубокий, народ, пляж оборудован, кафе. Ничего, что я снимаю на видео. Да ничего, Чё? мангалы, плоты такие вот плавающие. Там может прям плот арендовать, и там гребцы уже, пожалуйста, плыви. Всё, отдыхают Ну, нормально. я на Сенеж ездил. Там тоже лодки, прокат, пляж хороший Да, там да. сделали. Там можно машин платно поставить, можно бесплатно. Ну, если достанется бесплатное место. Ну да, да, И вот там всегда мы ездили каждое лето. понятно. Раньше на юг, а сейчас вот не удается на юг выехать. Ясно. Ладно, Проблем много. ладно. Хорошего дня вам. Спасибо. Ну вот, ребят, сами слышите. Да, я говорю, что вот в детстве я тут плавал. Прям, ну, все, что было, то прошло, как говорится. И само... Ой, еще, смотрите, малыши. 3 штучки. Ой, смешные такие, переваливаются. Сами, ребят, все слышали. Вот мужчина тоже поделился своей историей, куда он ездит купаться. Да, пруд, конечно, загадили. В Москве очень мало мест, это реально, где купаться. Наверное, вообще их нет, если только не в бассейне. Ну а озеро Сенеж я не зря упомянул. Кто не посмотрел видео про город Солнечногорск, я как раз таки был на этом озере, снимал его. Поэтому посмотрите обязательно. Я еще раз скажу, что реально озеро Сенеж — это самое красивое озеро Подмосковья. Но само имение графа Орлова было где-то предположительно вот здесь. Может быть, где-то вот в той стороне, где дома стоят сейчас. Ну, там какой-то комплекс хозяйственный. А так, все, здесь вот прогулочные зоны. Теннисный корт впереди. Пруд, садки. Пойдемте посмотрим, что тут еще есть. Мы тоже тут детьми бегали. Вот, по-моему, в той стороне футбольный стадион был. Может быть, и сейчас есть. И там я смотрел футбол. Да, ребята в теннис играют. Это сколько? Раз, два, три, четыре или 5 теннисных кортов. Ну, кто-то кошечку выгуливает. Я тоже играл в теннис большой. Правда, в детстве. Дворец бильярдного спорта впереди. Пруд продолжается. Да, давайте сейчас выйду в ту сторону. Посмотрю, что там. Ну и вам тоже покажу. Наверное, стадион вот там. Я предполагаю, да, потому что трибуны стоят. Скорее всего, там. Вот, ребят, это и есть стадион «Москвич». Сейчас, конечно же, он современный, новый, обновленный. По правой стороне малые футбольные поля. Там идет какая-то тренировка сейчас футболистов. Не знаю, что за команда, может быть, местная, района. Ну и сам вот центральный стадион. Ребенком, помню, сидел на трибуне, болел за команду. Не знаю, кто играл, но вот прям помню отчетливо. Ну и по факту все. Мы с вами дали круг. Я сейчас должен выйти на Волгоградский проспект. Вот он идет. В той стороне у нас Кузьминки, Выхино. Туда, в центр. И Москвич. Дом культуры Москвич, откуда мы с вами начали. Вот такой большой, современный стадион. Спасибо, что смотрите. Пишите комментарии. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят. Всем пока.